Добрый день! Рада снова быть с вами. Меня зовут Ольга, и это проект «Великий и могучий». Проект о русском языке с региональным акцентом. На прошлом занятии мы начали изучать тему праздников и обсудили Новый год, традиции празднования и пожелания. Сегодня пришло время еще одного популярного праздника – Дня Победы. Этот день так важен русскому народу еще и потому, что война 1941-1945 годов была для СССР очень тяжелой, затяжной и кровопролитной. По разным подсчетам, тогда погибло около 30 миллионов человек. Нет в России семьи, кто бы не столкнулся с этим горем. Именно поэтому 9 мая, День Победы, называют праздником со слезами на глазах. Именно так поется в самой известной песне про этот праздник. В Кировской области есть мемориальный комплекс в память о погибших в Великой Отечественной войне – «Вечный огонь». Из Кировской области на войну ушло более 600 тысяч солдат. 250 тысяч из них, практически половина, так и не вернулись домой. Вечный огонь – это символ памяти. Пока горит огонь, мы помним о погибших, мы помним их подвиг, и мы будем помнить его всегда. Уроженец Светской земли писатель Альберт Лиханов посвятил свой рассказ «Последние холода» детям военного времени. Детям, которым пришлось так быстро повзрослеть, которые так в полной мере и не узнали, что же такое детство. Вот как Лиханов описывает реалии войны. Карточную систему, когда продукты можно было получить только по карточкам. Вот так дела. Они живут без карточек и без денег. Да мыслимое ли это дело в войну-то? Мама и бабушка приносили домой рассказы, как померла с голоду одна женщина, а вторая заболела так, что все равно померла. И все из-за проклятых карточек, из-за того, что их потеряли или украли злобные бандиты. Алексей Иванович Мельчаков, вятский поэт, который получил признание еще в довоенные годы, написал стихотворение «Наша ненависть». Старый дым ползет по перелескам, дышат гарью желтые поля. За Бобруйском, Полоцком, Смоленском на врага встает сама земля. Ни воды ему, ни крошки хлеба, в сумраках оглохших и пустых неожиданно взлетают в небо железнодорожные мосты. Ночь бредет, на сучья натыкаясь, изрешечено картечью звезд. Падают, в потемках кувыркаясь, вражьи эшелоны под откос. Под Дубравом скрыты наши кони, партизанский глаз врага найдет, наша пуля меткая догонит, наша ненависть штыком добьет. В этом стихотворении чувствуется, что все силы народа были брошены на войну. Сама земля наступала на врага. Ночь изрешечена звездами, а пулями врага судьбы людей. Здесь виден посыл. Мы будем биться до последнего, и если придется, пойдем на врага со штыком в руках. Но про войну пишут и те, кто сам на ней никогда не был. Как я уже отмечала выше, нет в России семьи, не столкнувшейся с потерями, которые принесла война. Поэтесса Людмила Ишутинова, уроженка Кировской области, пишет следующее стихотворение. Июнь 22 моим родителям. Чужие сны в мои приходят сны, как кадры неоконченного фильма. Я на войне, не знавшая войны. Я задыхаюсь от огня и дыма. И хочется проснуться, и не вмочь. Сковало тело страхом, как бронёю. Сейчас проснусь. Сейчас отброшу прочь чужие сны. Но вновь они со мною. И снится мне уже в который раз, меня, еще не ведая, не зная, молоденький отец от смерти спас. И выходила мама молодая. А теперь домашнее задание. А что вы знаете о Великой Отечественной или Второй мировой войне?
Может быть, кто-то из ваших родственников тоже участвовал в ней. Расскажите нам об этом. Пусть никто не будет забыт и ничто не будет забыто. Публикуйте свои работы в любом формате – текст, видео, аудио или рисунок с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. До встречи на следующем уроке!